Всем привет! Недавно Чимин поделился видео, на котором он проводит время с Тэхёном на пляже. Они оба смеялись и наслаждались моментом, словно лучшие друзья, которыми всегда были. Подобное взаимодействие между участниками BTS не редкость, у них очень близкие отношения, и они любят проводить время вместе как на публике, так и наедине. Однако некоторые начали делать поспешные выводы. Из видео появились слухи о том, что Чимин и Тэхён могут состоять в романтических отношениях. Эта интерпретация не имеет под собой никаких оснований, она лишь показывает, как быстро некоторые фанаты могут неверно истолковать даже дружескую ситуацию. Больше всего беспокоит то, что эти теории начали ставить под сомнение другие отношения внутри группы. Например, многие стали говорить, что если Тэхён с Чимином, то отношения Тэхёна и Чонгука больше не существуют. Другие даже предположили, что это означает конец отношений Чжикуков. Все это из-за простого видео, где два друга проводят день на пляже. Важно помнить, что BTS – это группа из 7 участников, которые годами работали вместе, их отношения основаны на доверии, уважении и взаимной привязанности. Все они заслуживают делиться особыми моментами с остальными участниками группы, это не должно быть поводом для создания беспочвенных теорий. Видеть, как два участника играют или смеются вместе, не означает, что они находятся в романтических отношениях. Как фанаты BTS, самое ценное, что мы можем сделать, это поддерживать всех в равной степени, каждый из них вносит что-то особенное в группу, все они заслуживают уважения к их личному пространству, дружбе и решениям. На этом канале мы всегда поддерживали отношения Чонгука и Тэхёна, они крепкие, естественные и поистине особенные. Они разделяли важные моменты как на сцене, так и за ее пределами, эта близость была очевидна годами. Для тех, кто верит в Тикук, эта связь не исчезает только потому, что Тэхён проводит время с другими участниками. Дружба между Чимином и Тэхёном также очень крепка и была доказана давно. Быть фанатом Тикук не означает, что мы не поддерживаем другие взаимодействия внутри группы. Признание близости Чимина и Тэхёна не должно создавать конфликтов. Мы понимаем, что крепкая дружба существует и может сосуществовать с другими важными отношениями. Для участников BTS естественно делиться моментами со всеми одинаково. То, что мы видим между Тэхёном и Чимином в видео, яркий пример искренней и радостной дружбы. Они весело проводят время, хорошо понимают друг друга, наслаждаются временем, проведенным вместе, это не следует понимать превратно. Считать, что каждая связь обязательно должна иметь романтический подтекст, это ограниченный взгляд на человеческие отношения. Некоторые фанаты увлекаются своими теориями и желаниями, это может привести к тому, что они забудут, что реальные люди не действуют так, как хотят видеть другие. Некоторые люди выдумывают истории, преувеличивают или вырывают вещи из контекста, что в конечном итоге приводит к расколу в фандоме и ненужным комментариям. Если вы являетесь частью этого сообщества и искренне поддерживаете BTS, лучшее, что вы можете сделать, это сохранять открытость, уважать связь, которую они разделяют друг с другом, и не попадаться на бессмысленные слухи. Каждый участник BTS волен иметь близкую дружбу, делиться особыми моментами и быть самим собой. И те из вас, кто следит за этим каналом, уже знают, что мы всегда верили в особые отношения между Чонгуком и Тэхёном, мы не скрываем этого, мы продолжаем видеть в них пару с уникальной связью. Однако мы также понимаем, что это не означает отрицание других отношений внутри группы. BTS – это семья из 7 человек, которые поддерживают и любят друг друга. В последние дни Чонгук опубликовал серию историй в своем аккаунте Instagram, которые привлекли внимание многих поклонников. Что интересно в этих постах, так это то, что он поделился 7 песнями с отчетливо романтической тематикой. Эти песни вызвали много вопросов в сообществе, некоторые задаются вопросом, имеют ли эти песни особое значение, посвящены ли они кому-то конкретному или были просто выбраны потому, что им они нравились. Мы знаем, что у Чонгука особое отношение с музыкой, он обычно не публикует что-то просто так. Часто его выбор музыки отражает настроение, воспоминания или определенного важного человека в его жизни. В данном случае многие фанаты заметили, что эти песни каким-то образом связаны с Тэхёном. В последние несколько месяцев Чонгук стал вести себя по-другому, он стал более открытым и естественным в своих отношениях с Тэхёном.
Они стали чаще делиться моментами вместе, как на публике, так и в социальных сетях. Ярким примером является поездка на пляж, где они оба наслаждаются морем, песком и обществом друг друга. В видео Чингук постоянно смотрит на Тэхёна, словно хочет запечатлеть каждый их момент. Тэхён же, напротив, выглядит комфортно и очень близок с Чингуком, как будто время, проведенное вместе, важная часть его дня. Естественность их взаимодействия, близость и внимание, которое они уделяют друг другу, заставили многих интерпретировать этот момент как пару, наслаждающуюся обществом друг друга. С тех пор поклонники Тэкука начали внимательно изучать каждый пост, каждый жест и каждое обновление, которые могли бы укрепить идею о том, что Чингук и Тэхён строят что-то большее, чем просто дружба. Это было не тщетное предположение, скорее это был анализ закономерностей, которые повторялись с течением времени, песни с содержательными текстами, прямое взаимодействие между ними и общие моменты, которые демонстрировали настоящую связь. Возвращаясь к песням, опубликованным в Instagram, тот факт, что их 7, кажется несовпадением. Число 7 имеет особое значение в BTS, но в этом случае значение еще более поразительно, потому что каждая песня говорит о любви, эмоциональной связи, желании быть рядом с кем-то или тоске по кому-то особенному. Слушая эти песни, многие соглашаются, что они соответствуют тому повествованию, которое мы недавно наблюдали между Чингуком и Тэхёном. Возможно, Чингук просто хотел поделиться музыкой, которая ему нравится, но также возможно, что он чувствовал, что текст отражает что-то, что он в данный момент переживал. И учитывая, что его недавние посты, общение и действия были связаны с Тэхёном, неудивительно, что эти песни могут быть о нем. Одно ясно, Чингук больше не прячется, он больше показывает свою жизнь, вкусы и эмоции, он делает это естественно. В этой новой фазе Тэхён занимает очень заметное место, их видят вместе, они ищут друг друга, они составляют друг другу компанию. Признаков много, для тех, кто следит за их отношениями какое-то время, ясно, что их связь развивалась. Это не означает, что каждая песня, которую выпускает Чингук, предназначена для Тэхёна, и не означает, что каждый момент, который они разделяют, должен иметь романтическое значение. Однако можно распознать закономерность, постоянство в их отношениях, которое со временем растет и крепнет. Для тех, кто поддерживает Тэхёна, это важная веха, речь не о том, чтобы заставлять кого-то видеть то, чего он не хочет видеть, и не об игнорировании других отношений в группе. Речь о том, чтобы наблюдать за тем, что находится перед нами, ценить близость, привязанность и связь, которыми Чингук и Тэхён решают делиться публично, даже если они не говорят об этом прямо. За эти годы Чингук приучил нас обсуждать мелкие детали, на этот раз его выбор музыки, его последние посты и то, как он представляет себя Тэхёну, кажется, говорят громче слов. С каждым новым обновлением мы видим более настоящего Чингука, более открытого, возможно, более счастливого. И если Тэхён последовательно следует этому пути, естественно думать, что их отношения играют важную роль в жизни обоих. Один из самых поразительных аспектов отношений Тэхёна и Чингука – это то, как они ведут себя, когда они вместе. Это не отдельные моменты или совпадения, а повторяющиеся действия. Эти жесты, кажущиеся простыми, многое говорят о характере их связи. Удивительно, что эти жесты не кажутся наигранными или запланированными, они возникают естественно, словно часть их взаимоотношений. Внимательно наблюдая за их взаимодействием на протяжении многих лет, легко заметить некий невербальный язык, который остается неизменным. Например, физический контакт между ними – обычное дело, прикосновение рук, поправление одежды, прижаться друг к другу или даже стремление к близости без неловкости. Это доверие, которое заметно в мелочах и существует уже давно. Еще есть нечто особенное в том, как они смотрят друг на друга. Это не просто мимолетный взгляд, это то, как они ищут друг друга, уделяя друг другу внимание без слов. Иногда одного взгляда достаточно, чтобы понять, что они связаны в этот момент. Неважно, на сцене они, в клипе или наедине, связь есть. Главное во всем этом – не думать, что все, что они делают, имеет романтический смысл, и не предполагать, что каждая песня, которую выпускает Чингук, посвящается Тэхёну. Это было бы преувеличением, скорее мы можем признать, что между ними существует крепкая связь, близость, которая не каждому дано.